Волна поджогов в РФ, Роскомнадзор убивает YouTube и дипломатический скандал с Лукашенко, куда его больше не пустят. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Кибермошенники атакуют украинцев. Какие еще последствия взлома баз данных Минюста? Один дед не может, попросим у другого. Что россияне просят у Деда Мороза? Чиновники любят пожестче. Кто превзошел голую вечеринку Ивлеевой? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. В РФ фактически заблокировали YouTube. Трафик сети в России рухнул до 20% от прежнего уровня. Такие рекордно низкие показатели связаны с систематической блокировкой сервиса. Роскомнадзор к тому же ограничил доступ к YouTube для всей России. Это уже вопрос решенный. По данным телеграм-канала Backdoor, доступ к платформе замедлялся крупными операторами связи. Пользователи начали массово жаловаться на проблемы с загрузкой еще до решения Роскомнадзора, и ситуация только ухудшалась. Причина очевидна: YouTube остается одним из немногих источников независимой информации в России, и власти пытаются перекрыть его аудитории доступ. Google, владеющий платформой, отказывается выполнять требования России по удалению контента, связанного с войной в Украине как минимум и санкциями как максимум. В ответ российский надзор усиливает давление, ограничивая доступ к сервису. Некоторые заявляют, что трафик практически нулевой. Какие-то бытовые исследования, опросы моих знакомых говорят о том, что доступ к YouTube и мобильный, и десктопный практически отсутствует. Поэтому, наверное, можно говорить о том, что фактически мы имеем блокировку YouTube. Вместе с этим происходит попытка протолкнуть государственные аналоги, такие как Рутюб, но их качество и популярность остаются на крайне низком уровне. О том, получится ли у российских властей таким образом воплотить в жизнь свои больные идеи и как можно оправдать очередную порцию ограничений, мы спросили у политического эксперта. Надо максимально изолировать электорат, население от иной правды, и обеспечить тотальный контроль над не просто информационной политикой, а даже над мышлением населения. И поэтому, конечно, рашисты пытаются усилить Рутюб, нежели пользоваться иностранными платформами. Низкая технологичность России — это тоже как вид санкций из-за войны, которую они начали против Украины еще с 2014 года. Блокировка YouTube грозит обострением информационного кризиса в стране. Мы не раз говорили с вами об этом в выпусках Нехта, а теперь хочу спросить у вас, что думаете? Получится ли полностью блокировать YouTube в России или нет? Пишите в комментарии свои варианты. Я напомню, кстати, что мы разработали методичку для вас, как пользоваться VPN безопасно. Она в подписи под видео. Ну и пока вы оставляете комментарии, можно будет ее изучить. Но украинцев ожидает наплыв звонков из колл-центров после последнего взлома баз даних Міністерства юстиції, так считают експерти. Наприклад, якщо має там про шлюби інформацію, про всиновлення, поєднати якісь дані, які були до цього, і використовувати для шахрайських дій в тому числі. Там реєстри нерухомості використовувати проти наших людей, які живуть на окупованих територіях. Тобто також, знаючи там якусь цю інформацію, також на них тиснути або використовувати це для, як кажуть, там віджимати в них нерухомість. На жаль, це таке, що минимально я можу придумати, але більшість буде направлена саме на шахрайство. Масштабная кибератака на украинские госреестры, возможно, стала результатом подкупа сотрудников или мошеннических действий, заявил народный депутат Александр Федиенко. По его словам, нападение было тщательно спланировано. Это позволило хакерам получить доступ к аккаунту самого высокого уровня, открывший, в свою очередь, доступ к критически важным данным. Здесь может быть и вербовка сотрудника, мог быть многоуровневый механизм подкладывания какой-то там флешки, чтобы ее пронесли во внутренний периметр и включили, мог быть фишинг компьютеров всех работников, поэтому это точно не какой-то там Вася, Петя или кто-то еще, это четкая, круто спланированная кибератака, которую возможно было сделать с учетом достаточно системной организации.
США призывают своих граждан покинуть Беларусь через доступные международные маршруты и как можно быстрее. Госдеп бьет тревогу, находиться в стране Лукашенко становится смертельно опасно. Американцам настоятельно рекомендуют избегать любых публичных мест и протестов, там можно нарваться на жесткое задержание. Причины звучат как приговор. Произвольное задержание. Белорусский режим уже неоднократно доказывал, что может хватать людей за любые подозрения, причем иностранцы не исключение, и в любой момент вы можете оказаться в изоляторе просто из-за переписки в вашем телефоне. Слежка спецслужб, каждый звонок, каждое сообщение под колпаком КГБ. Буквально вчера вы шутите с друзьями в мессенджере, а сегодня сидите на допросе. Закрытые границы. Лукашенко в любой момент может перекрыть выезд из страны. Польша, Литва, Латвия и Украина — все может оказаться недоступным, а вы заложником ситуации. Кроме того, после закрытия посольства США в Минске в феврале 2022 никакой консульской помощи вы не получите, говорят в Госдепе. Если у вас двойное гражданство, забудьте о праве на поддержку. Дипломатический скандал во время поездки Лукашенко в Арабские Эмираты. На официальной встрече с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом ибн Заид аль-Нахаяном случился настоящий лингвистический скандал. Переводчик от белорусского МИДа, похоже, перенял лучшие навыки у дипломатов из России, и когда Лукашенко сказал про этот несчастный искусственный интеллект, переводчик решил выдать на английском нечто более открытое. Мы уже с ним очень серьезно обсудили We had a very good conversation with him, этот несчастный искусственный интеллект. and we call it AI. That is AI. I'm waiting for the complaint. Я жду ваши жалобы на кого-нибудь. Молодец. No any complaint. Учите языки, друзья, это точно пригодится. Песков опроверг сообщение о том, что жена Башара Асада просит спецразрешения для выезда из РФ. Она якобы просит развод и болеет острой формой рака, нуждается в лечении в Великобритании. К тому же имеет гражданство этой страны, и там у нее живет мать, опять-таки по утверждениям ряда СМИ. Турецкие СМИ сообщили, что жена Асада хочет развестись и уехать из России, а Асаду ограничили выезд из Москвы и заморозили имущество. Как в Кремле могли бы прокомментировать эту информацию и соответствует ли она действительности? Спасибо. Нет, не соответствует. Сама Асма Асад эту ситуацию не комментировала, во всяком случае, на момент записи этого видео. Россия переживает вторую по масштабу волну поджогов, связанных с действиями телефонных мошенников. За последние 10 дней зафиксировано 34 нападения на банки, военкоматы и другие объекты, организованных злоумышленниками, посчитали это журналисты «Медиазоны». Первый инцидент новой волны произошел 13 декабря в Екатеринбурге, где 21-летний Дмитрий Баранов поджег здание военкомата. По словам следствия, мошенники убедили его перевести 3 миллиона рублей, а затем заставили бросить коктейли Молотова в военкомат, обещая деньги вернуть. В Брянске 76-летняя пенсионерка подожгла автомобиль у отделения полиции, думая, что таким образом подаст сигнал дымом вертолетам ФСБ из Москвы. Мошенники убедили ее в необходимости этого действия и несколько дней находились с ней на связи, представляясь сотрудниками ФСБ. В общей сложности с начала широкомасштабного наступления России в Украину зафиксировано 156 атак, организованных злоумышленниками. Предыдущая крупная волна поджогов была зафиксирована летом 2023 года. С 29 июля по 3 августа произошло 37 атак, но после этого активность мошенников снизилась, и за одну неделю фиксировалось не более 1-2 подобных случаев. Журналисты связывают новый всплеск с крупными государственными событиями, такими как прямая линия Владимира Путина и День работника органов безопасности, который отмечался 20 декабря. Если бы россияне писали письмо Деду Морозу, главной просьбой стало бы окончание специальной военной операции с победой России и восстановление мира. Этого желают 37% респондентов, об этом пишет ТАСС и ссылается на, естественно, государственные опросы. Это желание значительно превосходит другие, отражая актуальные настроения в обществе, так считают пропагандисты. Кроме того, россияне попросили бы у Деда Мороза здоровья, экономической стабильности, включая снижение ключевых
ключевой ставки, а также материальных благ, таких как новые телефоны, машины и квартиры. Но это на сдачу. Они начинали вторую волну агрессии против Украины при поддержке более 70%. Сейчас вы увидите почти 40%. Главным подарком на Новый год считает победу в агрессии против Украины. Это означает, что пока террорист Путин у власти, пока его группировка у власти, пока они занимаются информационной, экономической, военной и другой политикой в стране, они будут накручивать тематику войны, и потому что война, с одной стороны, списывает все ошибки, все провалы, и, скажем так, война всегда может отстрочить нахождение ответственного за провал, а с другой стороны, это позволяет ему всегда бороться на фоне этой агрессивной политики, всегда бороться внутри страны с возможными как раз-таки оппозиционерами или там условными либералами или там людьми, которые выступают за мир и так далее. То есть фактически он просто усиливает тотальный контроль над социальной жизнью, над властью в целом в стране. А что у Деда Мороза или его трезвого приятеля Санта-Клауса попросили бы вы? Пишите в комментариях, интересно узнать, может быть, мы даже ему передадим. Голая вечеринка Ивлеева и детские шалости. В Ставрополье чиновники устроили новогодний корпоратив с участием стриптизерш, оплатив все за счет бюджета. Ничто человеческое нам не чуждо, особенно БДСМ. По словам очевидцев, шоу было явно выходящим за рамки приличия. Инцидент вызвал бурю негодования в соцсетях. Жители возмущены тем, что подобные мероприятия проводятся за счет налогоплательщиков, а особенно на фоне текущих событий, таких как война. Многие требуют наказания для чиновников и тщательного расследования использования бюджетных средств. К сожалению, видео мы не можем вам здесь показать, его вы можете найти где угодно. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.